Всем привет, друзья! Сегодня рассмотрим еще одну необычную модель от MiniArt, но на этот раз образец вполне реальный. У меня на столе модель автожира Sierva C30A. Автожир — это такой летательный аппарат, который объединяет в себе черты самолета и вертолета. Во-первых, в глаза бросаются довольно крупные лопасти несущего винта, и они, как и у вертолета, обеспечивают подъемную силу машине, но вращаются за счет потока набегающего воздуха. Горизонтальную же скорость автожиру придает винт, расположенный в передней части, и этой деталью машина уже напоминает самолет. У данного автожира крылья отсутствуют, и управляемость осуществляется элеронами на хвосте, а также наклонами несущего винта. Конкретно этот аппарат был разработан в Англии в начале 30-х годов. Эксплуатировались все образцы в основном там же. Тем не менее, часть моделей была продана на экспорт, а также в некоторых странах развернули производство по лицензии. Автожир использовался государственными структурами, но его также приобретали аэроклубы, небольшие фирмы и частные лица. Применялся он для наблюдения за дорожным движением, для установки связи в труднодоступных местах, для аэрофотосъемки и других задач. В военное время ему также нашлось применение. Использовался он для разведки, для калибровки радаров и корректировки артиллерийского огня. Сейчас же у меня на столе модель, которая копирует прототип, поставленный в Германию. Впоследствии Германия начала производить свою версию этого автожира и окомплектовала его другим мотором. Этот вариант также есть среди моделей MiniArt. И кроме того, MiniArt предлагает ряд других модификаций, как военного, так и гражданского назначения. Итак, надпись на коробке гласит, что это Focke-Wulf, но, насколько я понял, фирма Focke-Wulf занималась уже лицензионным производством автожира. Здесь же у нас закупленный в Англии образец. Также хочу отметить, что машина здесь представлена ранней версии. На бокс-арте прекрасная иллюстрация героя нашего набора, автор рисунка Елена Станилевич. Рассмотрим коробочку дальше. На одном из торцов два варианта исполнения машины, но их мы подробнее рассмотрим, когда будем изучать инструкцию. Внутри небольшой пакет с деталями. Деталей действительно совсем немного, и складывается впечатление, что модель достаточно простая. Далее инструкция. С нее мы обзор и начнем. Инструкция у MiniArt, как всегда, полноцветная, прекрасно отпечатанная, и лицевая сторона встречает нас фирменным оформлением. Вид машины с торца, схематическое исполнение, и здесь можно отметить, что дверца пилота может быть исполнена в открытом либо в закрытом положении. Конечно же, в наборе присутствует фототравление. На следующей цветной странице первый вариант исполнения автожира. Это Германия, 1934 год, борт с маркировкой D. Jacob. Если вы знаете, что означает эта маркировка или как она расшифровывается, напишите, пожалуйста, в комментарии. Но я так предполагаю, что это приписка машины к аэропорту, возможно, к региону Германии. На хвосте расположен немецкий флаг, и пара надписей по корпусу. Следующая страница – раскладка деталей на литниках. Как видите, действительно элементов совсем немного. На мой взгляд, гораздо меньше, чем в том же калибре. Ниже таблица с необходимыми цветами, и, как всегда, MiniArt дает целый ряд популярных производителей. Далее начинается сборка, и первым этапом собирается двигатель. Звездообразный блок цилиндров, патрубки, детализация двигателя. Здесь уже применяется фототравление, и мотор из коробки получается достаточно зрелищным. Но тем не менее его можно еще доработать, добавив свечную проводку. Все узлы на инструкции распечатаны очень крупно и четко, и я думаю, проблем в процессе сборки не возникнет. По ходу дела здесь нам обозначают, в какой цвет красить мелкие элементы, а также дают схему нанесения декалей на приборы.
Следующим этапом собирается кокпит. На сиденье устанавливаются фототравленные ремни. Далее органы управления, каркас в кокпите. Далее оба места пилотов устанавливаются на свои места. И на следующем этапе кокпит уже собирается из двух половинок в одно целое. Кстати говоря, в этом автожире именно заднее место пилота считается основным, но тем не менее приборы дублируются. Следующим этапом собирается несущий винт. Как я уже и говорил, здесь нет привода, поэтому конструкция достаточно простая. Здесь же собирается передняя часть корпуса и заднее шасси. Мини-арт дает на выбор две модели этого колеса. Следующая страница – хвостовое оперение. Элероны здесь даны отдельными деталями, так что я думаю, можно расположить их под разными углами. Заключительные этапы. Ранее собранный мотор стыкуется с фюзеляжем, устанавливается несущий винт, добавляются передние шасси, для которых, кстати, тоже есть вариация. Можно собрать либо с колпаком, либо без него. И последним этапом собираются лопасти. Смотрится это все очень ажурно, и здесь также применяется фототравление. И кроме того, предлагается снова выбор одного из двух вариантов. Транспортное положение, либо полетное. В транспортном положении лопасти вот таким вот интересным образом складываются назад. В обоих случаях модель смотрится очень зрелищно. И на последней странице второй вариант исполнения. Здесь отличается маркировка на борту, символ на хвостовой части, ну а также добавлена небольшая надпись. Это у нас машина второй половины 30-х годов. Символика Германии уже изменилась. Вот такая вот небольшая, четкая и понятная инструкция. Как я уже и говорил, на мой взгляд, модель представляется довольно простой. Ну и давайте теперь перейдем к пластику. Первый литник, половинка фюзеляжа, детали экстерьера, внутренний каркас, если не ошибаюсь. Давайте рассмотрим все это поближе. Вот здесь в одну тонкую деталь замечательно отлит рычаг управления несущим винтом. Далее детализация фюзеляжа. Прекрасно просматривается весь рельеф, расшивка, заклепки. Прекрасное исполнение. С обратной стороны в кабине пилотов также присутствует детализация. Здесь же можно отметить деталь передней части, ряд тонких аккуратных элементов, просто тончайшие. Каркас, некоторые мелочи. Замечательно исполнено. Ни единого дефекта я здесь пока не увидел. Литник со второй половинкой фюзеляжа. Здесь же расположены две половинки двигателя. Вот таким образом мини-арт дает членение двигателя, но я думаю, стык от этих деталей будет находиться в малозаметном месте. Сам же двигатель отлично исполнен. Пролиты мелкие детали, пролиты ребра на цилиндрах. Далее выхлопная система. Здесь же сымитировано отверстие на трубе. Впускные патрубки одной деталью. Здесь же элементы цилиндров. Вторая половинка фюзеляжа. Аналогично качественно исполнена. Элементы передней части. Приборные панели. И вот рядом винт. Деталь потрясающе тонко отлита. Посмотрите,
Замечательное исполнение. Следующий литник. Здесь разнообразные детали. Могу узнать стойки шасси, сиденья, кожух несущего винта. Давайте взглянем поближе. Стойки очень ажурно, здорово отлиты. Присутствует ряд мелочевки. Сиденья пилотов в одну деталь. И кожух из двух половинок. Далее здесь у нас стойки несущего винта, хвостовое оперение, хвостовое шасси. Вот они, два варианта заднего колесика, вилка для его установки. Также вот на стойках несущего винта просматривается клепочка, мелкая детализация, так же как и на хвостовом оперении. Далее на одном отдельном литнике даны передние шасси. А здесь же и два варианта их исполнения. Можно установить вот такое кольцо, либо колпак. Красиво детализировано колесо, с колпаком также будет смотреться очень аккуратно. Тут даже затрудняюсь, какой вариант выбрать. И последнее, три одинаковых литника – это лопасти. У модельки намечается впечатляющий размах, так что нужно будет готовить место на полке. Кроме самой лопасти, здесь также даны две небольшие детали. Ну а лопасть отлита тонко и аккуратно. Вот примерно такой ожидается размах лопастей. В общем-то, немало. Ну и последнее, что нам осталось рассмотреть, это декаль, прозрачные элементы и фототравление. Начнем со стекляшек. Здесь у нас только два небольших ветровых стекла. На одном из них присутствует рамка. Искажения здесь небольшие есть, но я думаю, это не принципиально. Стекло настолько миниатюрное, что подобный эффект заметен не будет. Далее плата фототравления, и здесь на первый взгляд достаточно большое число деталей. Вот вижу элементы двигателя, далее элементы несущего винта, диски, которые устанавливаются на передний винт, и также ремни безопасности. Так, вот, кстати, лицевая сторона фототравления. То я не с той стороны показывать начал. На ремнях пропечатаны пряжки, отверстия. Также очень ажурно пропечатан диск на передний винт. И, наконец, лист с декалью. Здесь даны флаги, приборы, мелкие надписи. Замечательно все пропечатано. Надписи прекрасно читаются. И, что очень здорово, здесь даны запасные элементы. Качество, как всегда, на высоте. Толщина подложки минимальная. Смещения рисунка я не вижу. И напоследок хочу показать вам фюзеляж в сборе. Получается вот такая небольшая тушка. Но, конечно, она еще обрастет дополнительными элементами. И моделька станет значительно крупнее. Но сейчас основной корпус можно сравнить с длиной небольшого легкового автомобиля. Кстати, вот что интересно, на правой стороне Mini-Art уже дает часть передка, отлитую целиком с половинкой фюзеляжа. Ну а левая часть дана отдельно. Видимо, это сделано для унификации с другими моделями. Возможно, в будущем парк автожиров у меня разрастется. На один я уж точно глаз положил. Вот такая, друзья, необычная модель. Обязательно напишите в комментарии, как вам такой экспонат от Mini-Art. Ну а если обзор был вам интересен, то не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Я же на этом с вами прощаюсь, благодарю за внимание и до встречи в следующих роликах.